предыдущей серии. Вообще у меня был план, что я приеду сегодня часов в 10 утра и сразу пойду за грибами. Я как бы уже давно хочу, лет 5. Я ищу возможность где-нибудь сходить за грибами. За грибами нужно идти в 6 утра, а я лег в 5. Грибы, блять! Опять мы не пошли за грибами. Я охуел. Кто-то пошел с утра за грибами. Я все еще надеюсь, что мы завтра пойдем за грибами. А это мы, блядь, мы пришли за вашими грибами. Так точно. Грибочки, грибочки, растут в лесу на кочке. Грибочки, грибочки, папы, мамы, дочки. В общем, как Надеюсь, вы они уже поняли, бьют кобру. друзья, пока вот эти парни переговаривают сепарации, мы наконец-то исполнили мечту Ярослава Кузнецова и отправились в лес, подмосковный лес, по грибы. Дорога нам предстоит дальняя, поиски тщательные, возможно, это не увенчается успехом. Сочный, кажется, я нашел тропинку, которая ведет в лес. Как слышно? Отлично, как мне на нее попасть? Ты уже на ней. Андрей, какие еще виды совместного досуга вы с Ярославом предпочитаете? Ну, в сауну там ходим, в джакузи. Так, Ну вот, ну все. Массаж там делаем. Ну, нормальными делами занимаемся. мужскими. Да. Ярослав, что это? Это, кажется, это дождевик. Я не уверен. Кладите в корзинку, ведерко. Точный, у меня гриб. Транжира! Это, я не уверен в этом грибе. Андрей, что же это? Это шампиньоны? Шампиньоны, Это похоже по-моему, на так не шампиньон. растут. Я мог бы не говорить в реакцию, но это нет. Это какая-то херня. Что это за гриб? Я не знаю такого гриба. Мы договорились брать все, разберемся Бери. потом. Мы умрем. Я была вчера на форуме грибников. Там подсказывают, если что. Потом выложим в интернет. Странный гриб. Вообще похож на дождевик, ну какой-то большой. Не, мне... Ну, кидай уже. Ну, ладно. Несмотря на то, что я крайне опытный грибник, тем не менее мы не можем не воспользоваться технологиями 21 века. В приложении есть, точнее, есть приложение для опознавания грибов. Я хочу проверить гриб, который нашел Андрей. А как оно работает? Не знаю. Но мы сейчас попробуем. Надо сделать снимок. Так, что-то надо сделать, растянуть. Не понимаю. Так, еще раз. Не работает. Все, в пизду. Не получилось. 21 век сосет. Так что, Ярослав, вы выяснили? Да, скорее всего, это Арагикус арвентис. Ага. Ага. Это едят? Царство фунги. Звучит как что-то китайское. Скорее всего, едят. Они там все едят. Или заваривают в чай? Да. Я что-то вижу. Что именно? Кажется, это тот самый вонючий робот. Это машина! Ёбаная машина! Сука. И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как обычно, Fantasy Dread. У меня в гостях Ярослав Инесс Кузнецов и Мария Марпл... Машина. Мария Марпл Машина. Интересная фамилия очень. И мы здесь будем записывать специальный выпуск. Выпуск лесной машины. Она будет делать какие-то предикты, вероятно. Ярослав, что же она будет делать? Я не знаю. Возможно, сосать, потому что машина никогда не обгонит человека в сборе грибов. Это чистейшая правда. Это чистейшая правда. Ну что ж, насколько я знаю, машина будет делать предикты, сколько грибов мы соберем. Возможно, в килограммах, в единицах. Опять же, понять мышление машины я не смогу, поэтому только предполагаю. Ну что, мешок с гвоздями. Сколько грибов мы соберем? Ничего вы не соберете, кожаные ублюдки.
Да пошла ты нахер, машина. Мы соберем грибы, обязательно. Соси. По крайней мере, больше, чем ты. Многие думают, что гриб это просто гриб. Растет такой из земли. На самом деле гриб, ну гриб это вообще все, это плесень. И огромная грибная мицелия под лесом находится. Это она растягивается на километры. А соответственно грибы, которые вырастают, это просто способ их размножения. Фактически это члены. Да. Андрей, как вы думаете, похоже ли это на подберезовик? Какое-то говно под этой березой растет. Ну, с одной стороны, вроде бы, ну, у меня, что не гриб, то сыроежка, конечно же. Шляпка, конечно, Но- убогая. Да шляпка-то хрен с ним. По идее, у поганок очень тонкая ножка, как правило. Здесь она потолще будет. Тонкая и прыщавая обычно еще. Чем пахнет? Грибом. С тобой не поспоришь. Я не слышу вас, кипяток. На связи. Поганки. Поганки нас не интересуют. Обычно-то как собирают благородные грибы? Подосиновик, подберезовик, там белый, лисички, опята, всяких ни с чем не перепутать. А вот подобные грибы, они, конечно, ну, существует огромное количество всяких ложных там. Ложное такое, ложное сякое, и можно нарваться на что-то несъедобное. Но по идее это нормальный гриб. Вот это белый, например. Вот это грузди, например. Это лисички, например. А вот это я б не ел. Как давно ты дружишь с этим странным парнем, Андрей? Со времен М5? Да нет, раньше еще. Слушай, мне кажется, он вот 10 лет, наверное. Ничего себе. Ты можешь сказать, что это один из самых близких твоих друзей? Ненавижу. Очень бесит себя вот это вот. Здравствуйте, с вами Ярослав Иванович Кузнецов. Сейчас мы посмотрим, как это работает. На самом деле среди лесных грибов самая крутая штука, как мне кажется, это вообще сыроежка, лисичка и опенок. Ну, самая обыкновенная опята. Они уже, конечно, типа, ну, как бы, как сказать-то, проросли, что называется. Обычно, когда в банках опята, они такие закрытые, тут они уже раскрылись, но это не важно. Это просто, это наш ужин. Ужин наш. Кузнецов, как слышно? Вызывает Андрей. Надо ответить. Слышу вас, слышу вас. Что там? Как слышно? Слышал странные звуки. Что-то случилось? Да, мы нашли целый пень опят. Опа. Принято, выдвигаемся. Ждем вас. Кажется, он не безнадежен. Кто? Работа. Лес, конечно же. лес, я думал, Конечно, я. лес. Для протокола. Встали мы сегодня в 5:45 утра. Как и было изначально на стримхате заявлено, грибы собирают утром. А сегодня, более того, мы прочитали в интернете на форуме, что сегодня слет грибников в Подмосковье. У нас кругом враги и конкуренты. Так, я пытаюсь слезть, но мне страшно. Тут мы пошли вниз, под гору. Но мне не нравится, как выглядят эти грибы. Это похоже на сброд поганок каких-то. Ну да, они какие-то склизкие Да. и неприятные. Я бы не брал. Вот такая вот у нас. Блин, надо показать. Подозрительно, подозрительно. Я сейчас Нет, конечно, выглядит отвратительно, это вряд ли мы будем Бросайте, Андрей, брать. Но бросайте. тем не менее, мы покажем, проанализируем этот гриб. Ну давайте. Кипяток. Ток на связи, прием. Здесь какая-то здоровая херня. Здесь тоже среднего размера херня. Понял. Я принесу вам здоровую херню. Похоже на... Не знаю, что сейчас надо... Отнесем Андрею, не знаю, на дополнительный анализ, потому что, честно сказать, я не знаю, что это за гриб, но, по-моему, это разросшиеся до невероятных размеров погонело. Странный звук слышал, и когда в лесу слышишь странный звук, это тебе не очень нравится, потому что все же смотрели «Хищника». Кто знает. А вдруг это кобра? Бля, не видаю. Не кобра.
ступень права. Андрей. Пожалуйста. Мадемуазель. Follow me, как говорится. Итак, важный момент при прохождении реки вброд. Кажется, можно идти. Мы перешли реку вброд. Мы как будто перешли на сторону Рейдиан. Тут стало светло, прямо как-то вообще волшебно. Да, кстати. Как ваши дела? Что насчет кобры? Кобра замечена не обнаружена. Повторяю, вы сказали, кобра замечена не обнаружена. Принял. Мне кажется, что комары съели мое лицо уже. Меня, кстати, почему-то не кусают комары. Потому что я сладенькая, а ты нет. Покажи. Я нашел мутанта какого-то. Вроде мы не в Чернобыле. Мне кажется, вы такого на стримхате изготовили. Мы нашли следы грибников. Мы не единственные, кто были в этом лесу. Здесь срезанные опята. Мы на окраине находимся и, по сути, судя по всему, здесь и так очень много грибников прошло до нас, поэтому, в принципе, только если какие-то маленькие грибы находятся или что-то полумертвое, ничего благородного мы пока еще не нашли. Это значит, что, возможно, часть наших грибов унесли. Но, судя по следу, срезаны они вчера или типа того. То есть они уже успели сильно заветриться, поэтому, возможно, что-то успело вырасти. Ну и, скорее всего, они что-то не нашли. Нас все ждет успех. Вот это МИД, вот эта речка. И вот здесь, вот в этой яме, завалили Рошана грибники. Да, похоже, у них где-то респаун сейчас. А вон, смотрите, большое бревно. О, пойдемте на бревно. Есть маза, что Да, скоро хоть будет... попу водолаза. Есть маза, что скоро будет привал. Вот о чем я хотела сказать. Это кто такие? Говножуйки? Говножуйки. Это похоже на какую-то супер ядовитую поганку, но надо сфоткать. Чуть можешь на меня наклонить его? Наклонить на меня. Во, вот так. Ярослав, будьте добры, кофейку, пожалуйста, я пока расскажу о наших успехах. В смысле, вам Кофейку? ближе всего, да. Ты прямо из этого, из горла? Вон же. Чашка, держите. Или налейте. Налейте, пожалуйста, я подержу. Хорошо, я официант. Сейчас надо взбаламутить. Но там вдруг опустилось на дно. Ну что, мои маленькие грибники и любители доты. По совместительству, конечно. Молочком пахнет. Ну, да, кофе с молоком. Мы устроили себе привальчик. Достаточно. Спасибо. Вот кофеечек, бутербродики. Это я заранее подготовила, как мать. Мы что-то собрали. Что-то дособрали. Расскажите, друзья мои, что же там? Грибы. Павук. Вот Рамзес крадется. Ну, улов, конечно, не самый большой. Но все-таки не сезон уже, во-первых. Ну и время такое мы выбрали, то что ходили по пятам грибников. Да. То есть, как бы, как нам сказал кто-то умный, ходить за грибами надо в 5 утра. Я говорила. В 5 утра. Но тут можно, как за очередью, в очередь за айфонами встать. То есть ты в 5 утра, например, пришел, можно уже, да? а кто-то в 4. Да, можно. Смотрел, ну, все время. Поэтому мы не обламывались. Мы пошли чуть позже в лес. Не, ну встали. Я встала в 5:45. Ну Ты во сколько пока встал? доехали. В 7:09. Дрянь. А ты? Сама ты дрянь. 5:30. Вот это сильно. Угу. А заснул в 4. Поэтому говорить будете вы. Да, и есть. Да. Ну что, Ярослав, помимо того, что ты опытный грибник, контент-мейкер, стример и сочный капитан, я знаю, что ты в этом году, стал еще и активным рекламным человеком. Ты висел на баннере KFC долгое время, красивый.
Они сами повесили. Отфотошопленный замечательно. Наряду с Блэкстаром. Как много людей тебе об этом говорили, писали, присылали фотографии вообще? Какова была всеобщая реакция? Не особо сильная. Ну, то есть, пару человек, у меня какие-то друзья, ну, есть у меня друзья, назовем их школьные, да, которые не особо как бы следят там, что у меня вообще происходит и так далее. Ну, знают, что я там вот что-то делаю, что я какой-то там относительно известный чувак. Вот, ну им как бы в принципе пофиг. Ну вот некоторые из них, да, прислали мне фотки, типа, говорят, чувак, я там на машине, лол, что ты типа делаешь на этом баннере? Я говорю, ну вот, типа, рекламирую KFC, считай. Но, честно сказать, я не заметил особого изменения, то есть для меня это такое. Слушай, а я знаю, что тебе, по-моему, тоже предлагали контракт с Head & Shoulders на съемку в рекламе, да? Было такое? Они меня кинули. Так, Так. расскажи, пожалуйста, об этом. Ну как кинули? Я имею в виду, что мне когда-то давно, ну они давно уже начали общаться, когда-то давно мне предлагали, что-то говорили, если что, то есть, то хочешь поучаствовать, там, сняться. Я говорю, ну в принципе да, вопрос в цене, ну это всегда вопрос в цене. Вот, и потом как бы да, и в итоге уже Леха снимается. Ну, я их понимаю, ну, то есть, как бы им, наверное, предложили на выбор, вот, говорят, есть такой чувак, он там что-то делает, а есть вот там 4-кратный чемпион мира по, ну, там, по версии мейджоров, там, да, по доте. И говорят, нахер нам этот чувак непонятный. Не, ну, может, он там что-то и делает, но, блин, 4-кратный чемпион. Даже Это не Head & гораздо... Shoulders, Gillette. Тут, Ромзес это же. одно и то же. Джилет тоже. Мне говорили, Джилет там хотят что-то там. Это было тоже когда-то давно. Но это один, вот ты бы сказал Джилет или Head & Shoulders, история одинаковая. Я могла бы представить себе, как выглядела бы реклама Head & Shoulders. Или даже вот больше реклама Gillette с тобой, потому что на стримхате можно было бы прямо ее снять. Жалко, я не смогу рекламировать их. Почему? Хотя... Кто спас Митяя? ФНГ! Это ФНГ! Он не бросит тиммейта в беде. Он его выбросил в санину! ФНГ, блядь! Между прочим, Кекс, имея 3 хп, вытащил, не помню кого, кто-то там похерился тоже, упал куда-то, хуй знает куда, и Кекс, имея 3 хп, он сам еле ковылял. Он вытащил этого человека, дотащил до койки. Поэтому в КБУ. Да, Вот что можно сказать. а ФНГ, блядь, поэтому белорус. Ты сейчас рассказываешь, как будто про Рухаб. Почему про Рухаб? Нет, Как в Рухабе дела? это жизненно все. Ну, как бы, конкуренция это круто, потому что сейчас же, как принято говорить, ну так, в интернетах, что называется, читаешь где-то комментарии, все там, типа, Рухаб загинается, мейнкаст, рулит, Вилат, отец и так далее. Ну, как бы, Вилат 3 года был до этого в Рухабе. И где, получается, ну, я согласен, Вилат последние там несколько месяцев, он реально очень много делает. И снимает, и стримит личные стримы от Вилата, когда это вообще было никогда. И то, и все, везде Вилат, кругом все типа запланил, как бы очень много работает. А где был Вилат, получается, он же работал в Рухабе до этого 3 года, где были личные стримы, куча съемок, вот это все. Типа непонятно, где было. Собственно, как бы это непонятно людям, может быть, каким-то вот со стороны они такие, и как будто бы для них это выглядит, что как будто бы уже все забыли, что Вилат был в Рухабе. Но просто Вилату в Рухабе не особо нужно было много делать, да? Ну да. Ну, типа, потому что нет конкуренции. Как бы теперь она есть, он как бы сам ее, получается, сделал и сам работает. Ну, и Рухаб работает. Ну, как бы, то есть все благодаря этому импровятся. Это, в общем-то, это нормальная ситуация. Тебе не кажется, что очень много вытягиваешь именно ты? По контенту, по вот присутствию везде там. Слушай, мне кажется, у любой такой... у любой студии, я не только киберспортивных, у любого, там, взять телеканалы, радио и так далее, есть какие-то основные медиалицы, да, основные хедлайнеры, но это нормально. Ну да, я как бы, получается, основное медиалицо Рухаба, поэтому оно вроде как само собой разумеется. То есть с кого-то спрос поменьше, с меня побольше, ну как бы я и делаю больше, у меня и зарплата больше. Вот и все, собственно говоря. Я еще очень часто натыкаюсь на такие комментарии в сети о том, что да вот, какого хрена НС, снимает свой контент, свои фишки, типа, они ему за это платят, а он такой, типа, все себе гребет, такой классный, и работает на себя, типа, под прикрытием Рухаба и делает все для себя. Предположим, то есть любой человек, мне кажется, любой адекватный человек, он как-то в первую очередь работает на себя. Неважно, где ты работаешь, чем ты занимаешься, хоть ты как бы в шахте копаешь
Это я не с укором, я просто говорю, что любым делом, да, там хоть Да ты... ты про игру свою все вспоминаешь. Хоть, ну да, санина. Хоть ты улицу метешь, хоть что, ты как-то, мне кажется, должен, ну, прикладывать усилия к своему росту. Если у тебя нет возможности на работе это делать, да, как-то, то ты это делаешь вне работы, там, да, каким-то образом развиваешься. Потому что если всю жизнь превратить только в то, чтобы делать задания на работе, любые, какие бы тебе ни давали, потом приходить, типа, пить пивас под футбич, ложиться спать и идти опять на работу делать задания, то, ну, как бы, мне кажется, ничего особо прекрасного от жизни ты можешь не получить в итоге. Да. Вот. Слушай, я, в общем, не так давно в киберспорте, естественно, все об этом знают. Да это какие-то отмазки, это уже походит на отмазки, уже Слушай, 2 года, еще, Ну, еще не было 2 года даже. это до хрена уже. Ну, я в смысле к тому, что не тогда, когда вот происходили некоторые события, о которых я спрашиваю. Я, например, не совсем точно понимаю момент, когда ты делал в одно время вот видосики про читы, про скрипты, потом Valve запретила это все дело, и Читы тоже там... всегда были запрещены. Ну запретила вот такие штуки снимать, типа это мешает Нет, игрокам. никто не запрещал ничего снимать. Как это происходило? Я снимал видосы про скрипты, да, внутриигровые. В каком году? 15-м? Ну, Каком? хрен знает, уже 16, наверное, 15-16. Снимал, короче говоря, и, в общем-то, тоже с таким посылом, что это, в общем-то, дичь. Ну, там есть, предположим, бесполезные, а были суперполезные, там, на МИПы, например. Когда тебе не нужно контроль, МИП это там у тебя 4 персонажа, грубо говоря, а тебе тут не нужно вообще ничего нажимать, одну кнопку нажимаешь, и они как бы все делают практически сами. Это как бы слишком круто. Там были и прочие другие штуки интересные разного рода. И как бы я это снимая, говорил примерно следующий посыл был такой, но я считаю, что я абсолютно прав. Об этом знал там 1%, 0,5% игроков, и вот они этим пользовались. Ты заходишь в игру, против тебя играет МИПа такой вот, он тебя просто разваливает, притом он играть-то не умеет, но он просто пользуется вот этими штуками. И это разве честно, что другие не знают? Раз разрешено, то знать должны были все. Ну вот, собственно, я всем рассказал, и довольно скоро Valve, ну, не знаю, помог ли я в распространении, либо просто до них как-то дошло до самих, они убрали их программно из игры, то есть их уже нельзя было прописать скрипты, их в консоли прописывали, и уже все, просто они исчезли. Я вот сейчас сразу провела параллель с тем, что, в принципе, у тебя такая народная роль, потому что вот в этом году, когда объявили первые инвайты на Инт, помнишь вот эту всю ситуацию с тем, что не позвали тебя сначала, потом вот этот поднялся бунт на эпицентре. Бунт. Ты сам до сих пор, вот как думаешь, они просто реально не заметили, нечаянно пропустили, или они действительно поменяли свое мнение после того, как уже многочисленные работяги? Я не имею работяги? понятия. Мне написал в итоге, я не буду говорить, кто там из Valve, что говорит, типа, чувак, ты... Мол, все нормально, мы типа ошиблись, мы там внесли тебя в другой список, там, по-моему, к китайским кастерам, там, а им мы, мол, чуть позже просто посылаем приглашение, типа вот и вся причина. То есть из разряда отнеслись с пониманием, ну, наверное, ну, как бы, я же написал, что мне не супер важен этот инт, и вообще мне скорее отношения, ну, да. То есть важно отношения, потому что я там у них играл на 3 интах, у них работал, соответственно, на всех вообще ивентах, и получаю, ну, как бы, и все получают инвайты, а я не получаю, но, с другой стороны, нужно понимать, что Valve такая компания, ну, вот они, знаешь... Они, мне кажется, супер добрые и никого не хотят игнорить. Ну, вот просто вот так там устроено. Ты пишешь письмо, а оно куда-то в спам улетело, например, и никто его даже не увидел, либо человек свою почту проверяет раз в 2 месяца, и все. Как ты думаешь, сколько еще фишек есть в доте? Есть у тебя потолок? Ну, вообще они, ну, как бы, фишки понятие растяжимое. Если именно про фишки говорить, вот это такие шоу... глобальные разделы, короче. Нет, именно если говорить именно про шоу-фишки, то, конечно, они уже, в принципе, практически закончились, и теперь только с выходом новых каких-то обновлений, как правило, что-то всплывает. Ну, или можно что-то высасывать там из пальца, ну, или иногда бывает, что что-то находится, но уже как бы мало. Ну, просто потому что почти про все рассказано, а я почти никогда не повторяюсь. То есть у меня очень мало повторов вот во всем контенте, почти его нет. Бывает, что я переснимаю какое-нибудь видео, но когда оно уже морально устарело, ну, там уже все изменилось, и по той же теме новое, там, через пару лет. Но это единственное.
Ну а вот помимо фишек у тебя Ну, никогда вот не Андрей было? мне подсказал снять про экономику видос, Да например. я тоже своровал эту идею у зрителя какого-то. Ну, все воровство, как известно. Ну все откуда-то Ну своровал. да, Не, ну по конечно. грибы с дотерами, конечно, никто еще не ходил. Слушай, наверное, да. Тут я Уникальность контента. уникальный контент. Ну, мне кажется, в СНГ как бы в принципе довольно мало контента годного снимается, что с дотерами, что не с дотерами. Ну, то есть в киберспорте не очень много вот такого вот. А буржуи, в принципе, мне кажется, ну какие грибы? Что это вообще такое? Они вообще не понимают, как это в лес Да, зайти, там да, собрать да. что-то. Из земли С пола что-то растет, поднять, вот да, это не понять, грязные же. Про фишки ты сказал, а помимо фишек... Хуишки. Фишки, хуишки. Помимо фишек, хуишек, у тебя не было мысли, ну, наверняка тебя уже спрашивали, снимать какой-то другой контент, может быть, более лайфовый, или вот эти вот ваши удивительные зарубы с Андреем в юмористических батлах ваших, вот эти бредовые вот поносы ваши любимые. Понял. Стримы, что ли? Ну вот что-то вот, ну только не Уже- стримы, уже знаешь, а есть какой-то стримы. другой формат. Но смотри, я... Лаборатория Касперского Я великолепная. прямо сейчас, в общем-то, как раз таки собираюсь открыть канал. Типа, это будет такой лайф-блогинг плюс такое место, просто которому этому контенту не место на Dota Universe, вот на этом канале, где я снимаю видео по доте, потому что он более такой живой. Ну, короче, это лайв-контент. Ну, не Грубо говоря, формальный. Вышел, например, завтра анонс там, что Нави, ну, например, Нави, собрали новый состав опять по доте. И какая-то вот, например, реакция, какая-то аналитика на этот счет, вот что-то подобное. Плюс конкретно лайв-вещи там будут. Ну, я никогда не буду заниматься, скорее всего, хотя никогда не говори никогда, знаешь, идем, типа, в ресторан с друзьями, там, снимаю, типа, как вот с GoPro, как тебе еда, Андрей, как тебе этот кальмар. Для этого есть я. Вот, и этим, скорее всего, заниматься никогда не буду, но что-то такое более интересное. Вот мы с Олей, например, были в парках Disney Universal после International, Да. мы поехали, мы там отсняли, ну, Оля снимала, как бы, кучу контента всякого, ну, там гуляем, впечатление от горок, где-то мы на горке камеру протаскивали, не везде можно. Ну, собственно, я уже, в принципе, сделал первый выпуск, возможно, когда выйдет это, он уже будет, тогда ссылку запихнешь в описании, вот, я придумал. Давай на всякий случай. Это видео уже вышло, ссылочка в описании к выпуску. Вот так вот. И сейчас мы... Вот так вот. Вот я, короче, смотрю этот выпуск, и я вообще нигде себе не нравлюсь. Вот ни в одном моменте я нормально не получилась. Везде что-то какая-то рожа квадратная, пипец. Маш, все там нормально, все красиво. Че ты придираешься? Типа, ракурс не мой был, из GoPro я себя неправильно снимала, и вот эти вот 48 подбородков. Не, ну это понятно, что это потому, что кто-то жрет просто много. Но, блин, можно было лучше, короче, сделать. Слушай, но богиня фронталки у нас здесь только ты. Да, друзья, каждый раз, когда вы заходите в мой инстаграм и видите там хэштег «богиня фронталки», знаете, там я всегда буду выглядеть лучше, чем в наших выпусках, потому что мой телефон – это естественное продолжение моей руки. И он же мой главный помощник. Twitch, YouTube, Instagram – все там. Там я чекаю количество просмотров каждый раз, когда мы выкладываем новый выпуск. И там же я смотрю особенно важные матчи, когда не могу находиться вместе с командой на турнире. Но в этот телефончик можно добавить еще больше эмоций от просмотра любых киберспортивных событий при помощи приложения от букмекерской конторы Parimatch. Это удобно, быстро и всегда под рукой. В приложении есть все: ставки Parimatch и Live, отличный выбор платежных систем и очень широкий выбор событий. Установить приложение на iPhone можно по ссылке из описания к этому видео. Там же вы найдете ссылку для Android. Пользуйтесь. Ну и уже традиционно мой бонус на первый депозит в БК Parimatch также по ссылкам в описании. Кстати, приближается первый мейджор сезона, и для всех любителей доты БК Parimatch придумали очень интересную фэнтези-лигу. А чтобы не пропустить это и другие важные события, вам просто нужно подписаться на Parimatch ВКонтакте. Да, ребят, совсем скоро мы подведем итоги розыгрыша с Рамзесом, который мы проводили в прошлом выпуске совместно с Parimatch. Никого не забыли, все будет, всем удачи, оставайтесь с нами. После небольшого привала и непродолжительной беседы мы продолжаем наши поиски. Где-то пол-ведерка одного у нас уже есть. Возможно, 50-40% из того, что мы собрали, пригодно к употреблению. Посмотрим, что нас ждет дальше.
Просто чтобы было понятно, что бывает с дождевиками, когда их не собирают дня 3. Они становятся такими коричневыми, и они начинают пердеть. А, это же грибы-пердушки, Да, обожаю. да. Сейчас Андрей может попердеть. Вот. Да. Они могут еще круче пердеть, когда они полностью становятся такими почти черными уже. Вот. Так, река вброд снова, на миде. Ярослав на миде. Блять. Я сделал. Взаимовыручка, поддержка. Считаю, что данный вид контента можно смело приравнивать к спортивному. Я устала. Ну что, Андрей, какой челлендж мы бросим себе в следующий раз, когда уже снег выпадет? Не, ну, предлагаю не лезть в горы, предлагаю кататься с них, съезжать. На чем-нибудь типа лыж, например. Анонсируй. Я не буду, нет. Потом еще припомнят, я не люблю вот это все. Возможно, скорее всего, Не точно? вероятно, есть возможность. Ну иногда смотришь на шляпку, как будто бы хороший гриб. Смотришь под шляпку, а там поганка. И так со многими людьми, Ярослав. Маленький лесочек опят. Опята наш главный. Андрей, смотри, какие красавцы растут. Прямиком из земли. Нет, это не масленок. Кто это? Ну вот хрен его знает, но точно не масленок, но Ну, выглядит нам симпатично. Только. Ярослав, нужна ваша помощь. 260 от тебя. Расстояние 300 метров. Выдвинулся. Ждем. С каким-никаким результатом мы покидаем лесополосу. Почему-то без Андрея. Андрей! Если вы не знали, я умею издавать странные звуки. 146, расстояние 250 метров. Хорошо, настраиваю прицел. Шлепки. Огонь по готовности. Принял. Столько грибов. Ух, мир не видел еще столько грибов. Вот столько грибов и вот столько грибов. Токсичность свинушек. Ранее считались съедобными, но теперь это относится к перечню несъедобных грибов. Выкинем их. Андрей Дред Голубев пал жертвой сна. Он очень устал. Встали мы сегодня очень рано, как я уже говорила, поэтому мы вдвоем сейчас будем... Там Рамзес Там ползает. павук ползает, да. Сейчас вдвоем будем опустошать лукошко. Паука сразу бей. Нет, Паука и клопа, там еще клоп был. это наша семья теперь. Паук и клоп. Не-не, убивай его сразу, пожалуйста. Я сейчас а то орать начну на весь этот... На всю Москву примерно. Вывалился один. Ну, паука, но он где-то спрятался. Not detected. Вот он, пожалуйста, Вот он. как-то Ну, убей я его. не хочу а. убивать паучка. Давай мы его выкинем просто. Выкини его куда хочешь, только убери его отсюда, я сейчас умру. Как малоопытные грибники, мы прежде всего должны... Ну, говори за себя. Ну хорошо, Просто ты как не доверяешь опытные. моему опыту. Как опытные грибники мы прежде всего должны отсортировать нормальные грибы от тех, что мы жадно нахватали просто. Ну, во-первых, как бы все вот эти белые Вот вам нож штуки, для проверки. все вот эти белые штуки, Это прекрасно. это, да, это наш хороший гриб, это дождевики, их можно есть, их нужно есть. Да, они говорят очень вкусные. Так, далее, ты отбирай, да, что еще есть? Есть опята, вот такая вот. Великолепная Смотри, шапочка. Смотри, какая целая гроздь опят клевых. Красивая. Андрей Голубев не дожил до триумфа вот этого грибочка. Но Андрей вообще уверял, что это белый, но
Вот я клянусь, это все что угодно, только не... Ну да. У нас есть программа, вот и этот я хочу сфоткать. Фокусируйся. Да. Так. Лецинум скабрум. Что мы имеем в сухом остатке? Опенки. Мы имеем реально большую кучу дождевиков, хватит накормить целую семью. Команду тоже. Команду, да, тоже. Вот, имеем опят, ну, в принципе, нормальное количество. опят имеем, да, кстати. Да, и имеем вот эту хрень, в принципе, сомнительную, да, возможно, в комментариях кто-то точно скажет, что это такое, но это мы как бы точно есть не будем. Ну что, хочется опять позвать машину, чтобы она сделала предикт. А машина, кстати, Как скоро мы откинемся. машина, кстати, отсосала, мы нашли нормальное количество грибов. Это факт. Очевидно. Давай еще раз крупным планом загрузим сейчас у тебя в телефоне Вот ты опята. хочешь, в смысле, я Посмотрим им в я глаза. даже этим приложением могу сфоткать, Давай. выбирай любого. И приложение скажет нам, что это опята. В любом случае. Вот. Сейчас. Ацинета суперба, и там какой-то страшный... Гомункул опять? Да, какой-то гомункул какой-то. Что это такое? Это цветы. Приложение отвратительное, оно просто не понимает. Приложение. Короче, давай просто я загружу сейчас. Да, опята. Я знаю, как говорит опята. Я срезал их с пня, ты чего? Вот смотри, у съедобных опят слева хорошо видно кольцо на ножке. У ложных опят кольца на ножке отсутствует. Вот кольцо на ножке. Вот кольцо на ножке. Женщина, я собирал опята. Знаешь, сколько раз в жизни? Миллион раз. Хорошо, все. Мы уверены в том, Мы что просто опята. не будем их есть, опята, потому что их нужно варить. Может, ты их домой заберешь? Может быть. И сварю там. Да. Тогда беремся за дождевик. Да, да. Дождевики. Просто дождевик. Шиповатый дождевик. Насколько я понимаю, у нас шиповатый Это дождевик. шиповатый, да. Дождевик грушевидный, игольчатый, головач круглый Мне и кажется, головач продолговатый. Я уверен, что головач круглый, это вот этот парень. Как бы они ни назывались и какую бы форму ни имели, их объединяют два одинаковых обстоятельства. Они все, созрев, становятся вместилищами мелкой легковесной пыли. Ого. Той, которая пердит как раз Ну таки. да, да. И все они в молодом возрасте съедобные и вкусные. То есть вот этой дичью мы точно не потравимся. Это мы складываем в пакет, а остальное все вместе с пауками выбрасываем, а это моем. Да. Хорошо. Вы мужчина самостоятельный, как я вот вижу. Помыть Довольно-таки. гриб, гриб могу. Ты реально все свои видео сам монтируешь и снимаешь, и все делаешь? Или есть иногда люди, которые это делают за тебя? Ну, когда я снимал на студии, Да. начинал я снимать в студии, это, в общем-то, видео свои, тогда их монтировали в студии. Но, честно скажу, монтаж там не то чтобы какой-то сверхъестественный, и мне гораздо проще в итоге это все делать дома, ну и монтировать самому, конечно, потому что никто, кроме меня, естественно, ну... Хорошо, так как ты хочешь, не сделает. Ну, типа, да, не понимает, как бы, ну, вот идея, что я конкретно сейчас хочу показать видео. То есть мне нужно человека, который монтирует, мне нужно ему писать, объяснять. Он в итоге делает, присылает результат, я говорю, нет, чувак, блин, мне не нравится, вот тут переделай. Было гораздо проще в итоге научиться самому элементарным азам монтажа каким-то, чем вот этим заниматься. Я научился, и все. Ну, короче, я прочитала, что даже ложным дождевиком нельзя отравиться, только если их обожраться. Ну, у нас немного, да. Прощайте на всякий случай. Мне потом это монтировать, это ты мне скажи. Ну, грибочек просто. Да, на самом деле, реально прям сильно отравиться, чтобы прям сильно-сильно, это какая-то должна быть вредная поганка или типа того. Да? Ну да, ну то есть такими вот всякими какими-то свинушками, ну ничего страшного с тобой не будет. Просрешься, просто поблюешь. Ну что-то типа того, да. Ну, мы с Ярославом решили, что мы не умрем, потому что мы женатые люди, и нам не на кого еще, к тому же, оставить питомцев. Ну, как бы они не должны жить без своих хозяев. Ну конечно, кто будет кормить моего котика? И нюхать поросеночку пузика, целовать пятачок. Целовать поросенка. Я бы лучше съел поросенка. Вот это точно вырежем. Ребят, в общем, в заключение этого ни на что не похожего выпуска хотелось бы вам сказать, что не думайте, что это было интервью. Это не было интервью. Это мы вот решили отойти от формата
почему-то именно с Ярославом мне не хотелось сидеть и просто скучно разговаривать, и вот, а расскажи про это, а скажи вот, как ты написал в Твиттере, что тебе ответили. В общем, мне это не интересно, я, правда, давным-давно, со времен стримхаты, хотела осуществить мечту человека, сходить за грибами, наконец-таки, и, в общем, да, наконец-то мы это сделали. Спасибо. Да. Как тебе было провести с нами это прекрасное утро и большую часть дня? Было здорово, как и всегда, в общем-то. Я вообще всем советую вот иногда взять друзей и просто поехать собирать грибы. Да. Это гораздо интереснее, чем делать одно и то же. Потому что люди, как правило, они отдыхают одинаково. Они что-то привыкли делать, например, собираются в одном месте. Ходят на батут. Ну, да, но неважно что. И иногда ты берешь и едешь за грибами. И это просто прикольно, потому что новое ощущение, там есть что рассказать, всегда что-нибудь смешное произойдет в дороге, всегда будет какое-то, ну что-то. Нужно разнообразить жизнь. Да. Вот. С вами была студия аналитики грибного посева Подмосковья. Увидимся в следующем выпуске. Машина сосать. Малой! Иди ешь! Ты как мать реально. Так я мать. Он просил поесть, я пожарила ему картоху с грибами. Нет, Чего он да, не идет? Да, пока не остыло, пока свеженькое, а то потом придется греть. Ромзес! Ну, сейчас позовем. А мы скажем, что мы убили его сына, павука? Я перечислю всех, кого я убила. Ты поел? Да, Нормально? нормально. Ты живой? Продолжает есть. Не, он съел уже. Да, я он там не поэт. Скажи просто мне, вкусно было? Охуенно. Ты не поедешь домой, пока не скажешь еще одну вещь о себе, которую я не знала. Ярослав, почему же ты так круто ориентируешься в лесу и в грибах? Ну, не потому, что я работал лесничим, но лесничим я тоже работал. Было время. Это, между прочим, это была моя первая такая официальная работа, мне там пенсионное сделали. Я был лесничим в Битцевском лесу, лесничим. Ну, не лесничим, помощником, нельзя быть лесничим, там мне было 18 лет, наверное. Офигеть! А что Ну, входит в помощник. обязанности лесничего? Обходишь лес. Гуляешь просто? Ну, обход леса, то есть ты контролируешь территорию, чтобы не было пожара, чтобы там какого-то мусора находишь. Если мусор, то, в принципе, ты должен сообщить. Его, типа, убирают, ну, какой-то небольшой мусор, ну, как можешь и сам выкинуть, да, то есть ходишь вот это вот. Ну, контролируешь лес, короче. Ну, вдруг кто-нибудь там, не знаю, начал рубить, незаконная вырубка, поджог, какая-то незаконная стройка, ну, еще мало ли что там, знаешь, как во всяких РПГ, там эти, как в Ведьмаке, там какие-то шабаши ведьмы делают в лесу в твоем, вот на твоей территории шабаш, ты пошел, сообщил в органы. Итак, друзья, разрешите представить, Ярослав Инесс Кузнецов, контролер леса. Та-та-та-да.